Всем привет! Меня зовут Василя. Сегодня мастер-класс по манишке. Это самый простой вариант крючком, и вы свяжете ее за один вечер. Плюс узор тут очень легкий, двусторонний и смотрится очень красиво. Вязать я буду из пряжи Ализа Суперлана Макси. В моточках идет 100 грамм 100 метров. Крючок я использовала номер 7. И необходимо нам еще пластиковая игла с большим ушком. Можно вязать из любой другой пряжи. Из толстой пряжи вяжется быстрее и узор получается объемнее. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Нам необходимо связать прямоугольник размером 28 см на 44 сантиметра. Если вы хотите связать детскую манишку, то необходимо связать прямоугольник меньшего размера. А ширину горловины мы будем регулировать уже при сшивании. Набираем цепочку из воздушных петель. Если у вас пряжа, как у меня, то набираем 28 воздушных петель. Если пряжа другая, то цепочку на длину 24 сантиметра. Делаем петельку, затягиваем кончик и провязываем. Это у нас первая воздушная петля. Далее набираем всего 28 воздушных петель. Набрали цепочку, прикладываем к линейке. У меня здесь 24 сантиметра. Если у вас пряжа другая, то на 24 сантиметра у вас может быть другое количество воздушных петель. Далее провязываем 3 воздушные петли для подъема. Раз, два, три. Переворачиваем. И у нас вот здесь идут перемычки. Находим четвертую перемычку от крючка. Первая, вторая, третья, четвертая. Сюда мы будем провязывать столбик с накидом. Делаем накид на крючок. Вводим крючок под перемычку. Вытянули петлю. Провязываем 2 петельки. И снова 2. Это у нас столбик с накидом. Далее снова накид. Следующую перемычку. Вытянули петлю. 2 петельки и еще 2. И таким образом провязываем до конца. Провязываем последние 2 перемычки. И кончик нити мы сразу спрячем. Заводим крючок вот сюда вот, между петлями. Захватываем кончик и вытягиваем его. Мы его будем здесь укладывать и провязывать вместе. В ряду у вас должно получиться 28 столбиков. И в конце еще один столбик из воздушных петель, который мы провязывали для подъема. В последующих рядах должно быть точно так же по 28 столбиков. Далее переходим на следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Переворачиваем. И провязываем также столбики с накидом. Только провязываем их не в эти вот петли, а вот сюда между столбиками, вот в эту арочку. Вот сюда. Делаем накид. Находим самую первую. Сюда вводим крючок. Ниточку укладываем в кончик. Вытянули. Провязываем 2 петельки и еще 2. Снова накид между столбиками. Накид. Находим между столбиками, вводим крючок.
И вот таким образом провязываем до конца второй ряд. В конце не забываем провязать самый последний столбик вот сюда. Вот у нас идет столбик из воздушных петель для подъема. Сюда провязываем. Если вы забудете его провязать, то полотно у вас будет сужаться. Далее также набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем и вяжем. Также не забываем в начале провязать вот сюда столбик. Делаем накид и вяжем вот в эти арки. Покажу, как соединить нити с второго мотка. Можно просто соединить оба конца, тогда образуется узелок. То есть завязать их, тогда образуется узелок. После того, как провяжете, потом уже можно будет кончики спрятать. Я покажу, как делаю я. Делаем накид на крючок, вытягиваем петельку. И уже при провязывании вот этих петелек мы берем другую нить. Провязываем 2 петли и еще 2. Далее вяжем как обычно, укладываем кончики вдоль вязания, делаем накид и провязываем столбик с накидом. И вот таким образом можно соединить вторую нить. Я показала другим цветом, чтобы вам было наглядно видно. Если вы, допустим, хотите следующие ряды вязать другим цветом, вот вы провязали ряд, воздушные петли не делаете, делаете уже нитью другого цвета. Берете ниточку и провязываете воздушные петли. Вот первая, вторая и третья. Далее переворачиваете, данный кончик укладываете, эту ниточку оставляем. И также провязываете столбики. Провязываете ряд, затем еще второй, возвращаетесь сюда. И следующий, допустим, ряд вяжете нитью другого цвета, набирая ей уже вот 3 воздушные петли для подъема. И вяжется точно так же. Я провязала 29 рядов, и у меня получилось 44 сантиметра. Оставляем кончик нити для сшивания и ниточку таким образом полностью вытягиваем. Теперь будем складывать манишку и сшивать. Сшивается по длинной стороне, края по длинной стороне. То есть вот эта сторона у нас никак не сшивается, и это тоже. Вот таким образом складываем, берем верхний левый уголок. Вот здесь у меня нить находится, кончик нити. И берем правый нижний угол, вот эту сторону. Вот таким образом складываем. И теперь смотрим, какое нам необходимо расстояние здесь прошить. Допустим, берем расстояние 10 сантиметров. Вот у нас. И здесь прошиваем. Тогда горловина у нас получается 23 сантиметра. Берем и сшиваем 15 сантиметров. Вот, допустим, 15 сантиметров. Тогда у нас горловина уменьшается, будет 21 сантиметр. И манишка, соответственно, будет сидеть уже плотнее. Если вы хотите, допустим, чтобы она свободно сидела, здесь расстояние делайте меньше. Поплотнее, значит, делайте расстояние побольше. Далее берем иглу
с нитью и прошиваем здесь, захватывая петли. С одной стороны и с другой. В конце делаем узелок. Можно сделать несколько раз. Все, ниточку обрезаем и кончик прячем. Сделали соединение, теперь просто ее выворачиваем вот таким вот образом. И вот такая у нас получается красивая манишка. Вот так она выглядит с обратной стороны. Здесь тоже достаточно хорошее расстояние, чтобы прикрыть шею. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Смотрите другие мои мастер-классы и вяжите вместе со мной.